Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу поделиться с вами правильным, просто идеальным, я бы сказала, рецептом быстрого творожного рождественского штоллена. Этот штоллен готов к употреблению уже буквально на следующий день. Он будет вот с таким идеальным разрезом и с тем самым вкусом настоящего классического дрезденского штоллена, который выпекается, естественно, на дрожжевом тесте. Тот рецепт уже давно есть на моем канале, ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео. И так как я очень давно уже живу в Германии, на родине моих предков, я считаю просто своим долгом поделиться с вами правильным рецептом, тем самым настоящим вкусом. Возможно, многие даже не знают, каким он должен быть на вкус, настоящий штоллен. И чтобы вы уже знали, какой он должен быть по консистенции, по вкусу, какие туда идут сухофрукты, приправы, что туда можно добавлять, что нельзя, что полностью испортит его вкус. Вот это я все буду объяснять в этом видео. Немцы в еде народ очень традиционный, поэтому никакие новомодные ингредиенты туда не добавляются в штоллен. И естественно, я все это расскажу вам в этом видео, что там должно быть именно в штоллен, чтобы это был не просто какой-то праздничный кекс, а именно штоллен. Вообще первое упоминание уже именно о сдобном штоллене, как о сладкой выпечке не постной, идет уже с конца 15 века. До этого это была постная выпечка, это по сути была типа постной лепешки такой, которую можно было долго хранить, брать с собой в дорогу. И с 15 века уже стали выпекать именно вот такую роскошную сдобную выпечку. Штоллен, как и другая традиционная выпечка к большим христианским праздникам, имеет большое значение. То есть выпекался он не просто, так же, как, допустим, кулич символизирует собой священный хлеб артос, творожная пасха ни много ни мало символизирует собой гроб Господень. Также рождественский штоллен символизирует собой новорожденного, повитого в пеленочке, положенного в ясли, явившегося в мир Господа нашего Иисуса Христа. Штоллен, конечно, готовится с благоговейным чувством, как и вся религиозная выпечка. И сегодня я с вами поделюсь именно тем рецептом, когда уже нету времени на подготовку, нужен быстро на праздничный стол штоллен. Именно этим идеальным рецептом творожного штоллена. Итак, что нам для этого понадобится? Тесто делается очень просто и очень быстро. 200 грамм размягченного сливочного масла, 16 грамм ванильного сахара, обязательно щепотку соли, 120 грамм сахара, не больше здесь нужно брать сахара, я потом объясню почему. Взбиваю пару минут, масло с сахаром здесь. Добавляю туда сейчас 3 яйца комнатной температуры, размер средний здесь у яиц. По одному яйцу прорабатываю это быстро. Здесь у меня потом 2 сразу туда упадут яйца, но это ничего страшного. Взбивать это все можно, естественно, и в планетарном миксере. Добавляю туда 250 грамм пастообразного творога, тоже комнатной температуры. Творог у меня 9% жирности. Если у вас творог крупинками, его следует пробить блендером. Кто из Германии меня смотрит, это обычный шпайзекварк 40%. То есть здесь очень важно, чтобы творог, который вы туда будете добавлять, имел такую кремовую консистенцию. То есть обязательно нужен только уже в пастообразном виде туда творог. Собираю всю эту смесь со стеночек посуды, еще раз быстро очень прорабатываю миксером и просеиваю уже туда муку. Муки я беру 520 грамм и 15 грамм разрыхлителя, не больше разрыхлителя. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Разрыхлитель на соду здесь заменять нельзя. Далее я беру молотый бланшированный миндаль, то есть миндаль должен быть обязательно очищенным, перемолотый этот миндаль. Он вот именно из этой пачки очень хорошо подходит для пирожных макаронс. Но я когда пеку макаронс с этим миндалем, я этот миндаль еще просеиваю. То есть можно смело брать здесь миндальную муку. 140 грамм миндаля я туда добавляю. Обязательно добавляю туда миндальную эссенцию с ароматом горького миндаля, 2 мл. И 1 мл, то есть полфлакончика ромовой эссенции. Также обязательно добавляем туда 50 грамм рубленого миндаля. Здесь у меня 100 грамм в этой мисочке, я половину примерно добавляю. То есть обязательно вот такой рубленый миндаль должен быть в классическом штоллене. Здесь у меня готовая приправа уже для рождественского штоллена. Что туда входит? Туда входит корица, цедра лимона, мускатный орех, имбирь, кардамон, обязательно кардамон для штоллен. Также туда входит колган, кориандр и гвоздика. И добавляю туда уже я готовые приправы для штоллен, только 2 чайные ложки без горки.
Вот это очень важно. Штолен – это не пряник, это штолен. Я вам перечислила и также напишу ингредиенты к приправе для штолен внизу под видео, чтобы вы знали, что туда добавляется традиционно. У меня покупная немецкая приправа от хорошей фирмы именно для штолен. Вот я вам показала, что там должно быть. То есть никаких туда каких-то новомодных приправ не добавляется. Кардамон там должен быть обязательно. Даже если вы не найдете тот же самый колган, ничего страшного. Главное, чтобы были вот такие традиционные все ингредиенты. Сейчас это тесто я вот так объединила миксером. Мой миксер это не берет, я поэтому это все буду обязательно вымешивать вот таким образом минуты 3-4 на столе. Это нужно сделать обязательно для этого теста. Либо же в планетарном миксере насадками крюк уже вымешиваете, чтобы у вас это тесто стало не липнущим к рукам и вот таким гладким и красивым. После 3-4 минут вот такого вымешивания, как бы стираем мы на стиральной доске, оно очень хорошо, это творожное тесто, вымешивается. Оно прекрасно собирается потом в комок, из него можно уже делать любую форму, которая нам нужна. Распределяю сейчас тесто. Я туда добавила 250 грамм изюма. Я его на 12 часов замачивала в роме, этот изюм. Вам придется туда добавлять 6-8 столовых ложек этого рома, постоянно его перемешивать. Это уже, я думаю, знаете, как это делается. Конечно, вместо рома вы можете взять коньяк. Также я добавляю туда 100 грамм лимонных цукатов и 100 грамм апельсиновых цукатов. Вы можете туда также цедру натереть, добавить и лимона, и апельсина, но не более того. Туда обязательно добавляются именно 2 вот этих вида цукатов и больше ничего. Никакой там вяленой вишни нет, вяленой клюквы, чернослива тем более. Никакой кураги там нет. Это уже все новомодные изыски. В настоящем штолен нету этого ничего. То есть я вам показываю идеальный рецепт здесь быстрого творожного штолен, но с классическим тем самым вкусом. Вот это, я считаю, очень важно. Уменьшать количество изюма и заменять его на что-то другое нельзя. Если вы просто не любите выпечку с изюмом, тогда лучше вообще не печь штолен. Штолен, классический вкус его должен быть обязательно с изюмом, который был вымочен в роме. И если вы обратили внимание, я ни изюм, ни цукаты перед этим не посыпала мукой, чтобы не забивать уже тесто это лишней мукой. Прекрасно вмешивается и без муки в это тесто и изюм, и цукаты. Здесь я припылила просто стол мукой. Много муки для припыления не используем, чтобы не забивать тесто лишней мукой. И уже формирую мой штолен. Здесь я делаю вот так скалкой углубление, с другой стороны еще одно углубление и накрываю, просто кладу вот в это углубление вот ту часть теста. И получается такой типичный конвертик, который мы делаем при изготовлении и дрожжевого штолен. Как вы видите, после такого вымешивания это тесто абсолютно не липнет к рукам, оно прекрасно держит форму, очень советую так его готовить. Вот так можно сделать такую временную форму для штолен. То есть взять вот так вот лист пекарской бумаги, гармошкой его сложить, потом степлером зафиксировать, и будет у нас вот такая временная форма. Для дрожжевого штолен вот такая временная форма, она не особо дрожжевое тесто удержит, но для творожного теста ее можно использовать, и если штолен у вас будет небольшой. Здесь я уже давно себе из обычной кексовой формы сделала вот такую металлическую овальную форму. Я ее использую обычно для дрожжевых штолен, но здесь я намеренно выпекаю в такой большой форме мой творожный штолен. Форма здесь 31 на 14 сантиметров, и он прекрасно пропечется. Выпекаю я мой большой штолен при температуре 175 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции 1 час 15 минут. Это в моей духовке. Выпекаю на среднем уровне. Проверяю готовность штолен, естественно, деревянной шпажкой. Проверяю в центре, в самом, чтобы она уже выходила сухая и чистая. Время и температура выпечки, естественно, в каждой духовке индивидуальные. Я говорю, как в моей духовке. Итак, мой большой штолен испекся. Я сразу же извлекаю его из формы. Он прекрасно держит форму. Если вы новичок, и если вам не нужен такой огромный штолен, вы можете все это тесто поделить надвое, взять вообще половину этих ингредиентов и испечь небольшой штолен. Либо же из этого же количества теста 2 уже небольших штолен, выпекать их можно уже вместе на одном противне. И время выпечки, конечно же, тогда сократится, примерно будет 45-50 минут. Убираю сейчас уже сильно такой зажаренный изюм, прям с горячего штолен, чтобы он уже потом не горчил в выпечке. Здесь у меня 50 грамм растопленного
растопленного сливочного масла. Прямо горячий штолен я обильно смазываю сливочным маслом. То есть, чтобы все масло впиталось. И как только оно впитается у меня, я сразу же буду посыпать штолен сахарной пудрой. Вот это нужно, чтобы была такая как бы корочка у него. То есть творожный штолен, так же как и штолен на дрожжевом тесте, обязательно смазываем сливочным маслом и посыпаем пудрой. Пудра здесь уйдет от 50 до 150 грамм. Очень трудно сказать, как вы захотите посыпать. Поэтому сахара мы тогда изначально в тесто много сильно не добавляли, потому что у нас будет очень большая корочка из сахарной пудры потом. Со всех сторон уже сразу горячий штолен я посыпаю на это масло сахарной пудрой и прям в таком виде оставляю на ночь его остывать просто на столе. Хотя бы 5 часов ему нужно дать остыть и потом уже нарезать. Сразу нарезать его в горячем виде я не советую. Естественно, разреза такого красивого не получится. Все равно нужно так подрасчитать свое время, чтобы он хотя бы 5 часов остывал. Для идеального разреза и вкуса тоже. Конечно, если у вас будет маленький штолен в 2 раза меньше, то часа 3 достаточно будет для этого, но не меньше. Я пекла его уже очень поздно вечером, поэтому у меня сейчас прошло примерно 8 часов. Я его опять посыпаю слегка сахарной пудрой и могу его уже нарезать. Здесь я его нарезаю кондитерским ножом-пилкой для бисквитов. Вы можете брать обычный совершенно большой кухонный нож. Но большой нужен нож, чтобы был идеальный такой разрез. Если вы хотите получить вкус классического дрезденского штолен, миндальный орех на другие орехи заменять здесь нельзя. Просто это уже будет другой кекс, но никак не штолен. Очень благородная, очень ароматная во вкусе выпечка. Из-за того, что мы добавляли туда творог, не нужно ожидать, что это будет такой влажный кекс на кефире. Ни в коем случае. Вы видите, как он надламывается. У него такая консистенция как бы благородно, влажно, суховатая. Я даже не могу это передать словами, это нужно испечь. И я ни в коем случае не советую миндальную муку, молотый миндаль, заменять на обычную муку. Миндаль нужен обязательно здесь. Я покажу вам сейчас, как нарезается этот штолен уже спустя 3 дня проведения в холодильнике. Я специально здесь оставляла вот этот кусочек, чтобы вам показать. Нарезается он превосходно. По вкусу становится еще вкуснее, чем на первый день после выпечки. Вот этот творожный штолен быстро, он прекрасно хранится в холодильнике до недели. Либо в герметичном контейнере, таком большом для тортов, для кексов. Либо же просто его в пищевую пленку можно обернуть, ничего с ним не будет. Потом просто перед подачей также посыпать сахарной пудрой. Вот так он прекрасно нарезался у меня уже спустя 3 дня, даже больше проведения в холодильнике. И вот на такие тоненькие кусочки он прекрасно нарезается и в первые, и в последующие дни. Здесь я нарезаю специально для вас большим кухонным ножом. То есть превосходно большим ножом он нарезается тоже. Не нужен никакой особый нож для него. Опять показываю, как он разламывается уже на 3-й день. То есть он не сухой абсолютно. Он имеет такую благородную влажную консистенцию. Я не могу это передать словами. Если кто-то это не пробовал ни разу, это просто нужно испечь. Именно с тем количеством и составом ингредиентов, которые я указываю в данном видео. Ссылку на традиционный рецепт классический рождественского штолен на дрожжевом тесте я оставлю вам в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.